Это видео необычное. Выставка художественных искусств, от просмотра которой совершенно неоднозначное мнение. Но хочу вас заинтересовать этой выставкой. От картин выставки, думаю, вы впечатлитесь. Некоторые картины подписала в этом видео, а у многих картин неизвестен автор. Выставка Музея плохого искусства прошла в Квебеке, Канада. В Бостоне уже более 20 лет находится совершенно беспрецедентный музей – Музей плохого искусства. Если есть музеи с прекрасными художественными полотнами, почему же не должно быть хоть один музей плохого искусства, решил основатель музея Скотт Уилсон в 1994 году и создал Музей плохого искусства. Сейчас в постоянных выставках имеется более 500 работ. Музей не раз подвергался критике за пропаганду антиискусства, но учредители утверждают, что он создан для того, чтобы приветствовать право мастера на неудачу, ибо работая раз за разом, предпринимая попытки создать идеал, художник в своих самых несовершенных творениях демонстрирует этот порыв, даже несмотря на посредственное владение ремеслом. Так или иначе, но музей существует, и его выставочные картины курсируют по всему миру, и залы не остаются без посетителей. Скоро четверть века музей остается интересен как один из самых необычных арт-объектов современности. Как гласит традиционная музейная легенда, первой картиной, которую Скотт Уилсон отважился вытащить из груды мусора, была ставшая впоследствии самой знаменитой «Люси в поле с цветами». Эта картина у меня в конце видео. Именно после находки этой работы коллекция начала целенаправленно пополняться. Считается, что эти картины лучшие из плохих, так как они созданы искренне, от души, без расчета на славу. Во всех картинах ценится прежде всего новаторство художника, его взгляд на обычные вещи. Картины плохо нарисованы, как считается, но их рассматриваешь и видишь работы, которые совершенно потрясающие и исключительные, где, глядя на картину, не сдержаться от улыбки, а где и задумываешься. Музей плохого искусства называют музеем самых некрасивых картин мира. Но выставки этого музея, судя по всему, никогда не остаются без посетителей. И скажу, что очень интересно наблюдать за посетителями этой выставки, за их эмоциями, когда они рассматривают эти творения. Да, какое разное может быть искусство. И выставка, безусловно, понравилась. Делюсь и с вами. Если вас не затруднит, напишите в комментариях свое впечатление об этой выставке. Мне будет интересно почитать.